Алло, Ань, я подъехал. Да. Так а вот же ты, вот. Иди. Машину. Привет. А я тут стою, как раз тебя жду. Ты просто, тебе не очень холодно, я тут что-то напустил там. Так сегодня вообще просто, сегодня, мне кажется, нужно холодильник везде делать. Привет еще раз. Да. Значит, я что предлагаю? Смотри, мы в центре же, да, с тобой. Может, мы как раз и пофотографируемся. Летний сад закрыт, мы можем на набережной пофоткаться. Это как? Да. Ну, да? Давай, да. Давай, конечно. Я развернусь там, потому что кирпич. На набережной. Не холодно? Отлично. Но нам же ничего такого сверхъестественного не надо делать, да? Мы просто, ну, в камеру посмотрим и пофотографируемся, да? Мне не нужно там как-то краситься специально, нет? Не, ну можно, конечно, немножко это гриму наложить. Прическу поправить. Да нет, конечно, ничего. Главное, счастливые лица должны быть. Я думаю, они уже есть. Можно на мостике вот здесь вот фотографироваться. Давай еще немножечко. Но я просто думаю, что ты меня так выручаешь постоянно. Да и перестань ты. Всего 2 раза. Заедем куда-нибудь покушать, я угощаю. Это очень неожиданно, я тебе могу сказать. Во-первых, хотя бы... Нет, мне очень приятно, что вот ты такое доброе дело хочешь сделать в ответ на мое доброе дело. Это тебя очень сильно красит, но есть одна проблема. Ты сейчас офигеешь от информации. Ничего не работает. Максимум, что мы можем сделать, это купить... Ты можешь меня угостить в Макдональдсе, и мы около дверей постоим, поедим, потому что только на вынос все работает, понимаешь? Ну, давай. А, да? Подойдет? Да. Тут Макдональдс есть, ну там рядом с Фонтанкой недалеко, доедем туда, и там, поехали. Там Аничков мост, можем у моста пофотографироваться. Да, поехали. Классика? Да, супер. Супер, отлично. Слушай, а я тебя не спрашивал в прошлый раз, и я все это самое... Ну, не все время, конечно, мысли были про то, чем ты занимаешься. Это если... Это не коммерческая тайна, потому что, ну, вот я таксист, это не коммерческая тайна. То есть у меня все... Я не рассказываю истории, что я работаю на такси от нечего делать, а на самом деле у меня бриллиантовые рудники, как бы, да, и там 1,5 миллиона человек, да, как бы корячат, вот, они мне приносят деньги. Просто это работает без моего, как бы, ну, внимания, там, менеджеры, топ-менеджеры, понимаешь, да, а я просто, вот, ну, люблю катать людей за 100 рублей, это классическая понимаешь? история, да, я как бы ее слышу каждый раз, поэтому... А, да? Да. Ладно, смотри, зато я тебе ничего не придумывал. Тогда. И, ну, ты хотела узнать, типа, какая моя профессия? Мы так на ты перешли сразу, интересно. Ну, перешли на ты, короче. Хорошо, мы перешли на ты. Ну, потому что мне комфортно, не знаю. Нам комфортно тоже, да. Я еще можно? Не так... Можно, да, можно? Мне еще пару лет можно. Хотя я уже, ну, то есть раньше... Молодой человек, что вы хотели? А сейчас мужчина. Я такой думаю, сука, прости. Все. Осталось еще чуть-чуть, и будут говорить: дедушка, не могли бы вы вот отойти в сторонку? То есть, ну вот осталось совсем чуть-чуть. Я уже в ранг мужчины перешел. Рассказывай, чем ты занимаешься, если это не секрет, опять же? Я занимаюсь астрологией. Да. И это, знаешь, это очень серьезная тема. Поэтому ты мне не сказала, попробуй угадать с 3 раз, да? То есть у меня вариантов даже с 33 раз угадать бы не было. Это очень серьезная, тайная тема. А ты, прости, я тебя перебью, не ходишь в Голицын лофт сюда? Хожу. А куда ты ходишь? Я там был в Гадком Олеге. Слушай, мы как-то снимали, там нам нужно было пространство, как раз мы делаем всякие семинарчики по астрологии, и мы там снимали пространство. Слушай, а я просто от астрологии, ну, как от балета, да, очень далеко. Это, ты же, ну, я так понимаю, не астрофизик в подзорную трубу не смотришь, формулу не рассчитываешь. То есть это все какая-то... Формулу рассчитываю, формулу есть, души, да, по астрологии, конечно. У тебя есть такие формулы? Да, надо посмотреть. Можно даже совместимость посмотреть. Нашу совместимость? Посмотреть-то можно, только зачем? Ну, мало ли что. Мало ли что? Да. Ну, я весы. Это ни о чем не говорит. Ничего не говорит? Весов вообще до хрена. Дев вообще до хрена. Тут нужно смотреть прям конкретно. То есть каждая минута, каждая секунда, она реально очень важна.
Хорошо, и что можно вот слепить-то? Что можно? Какую информацию можно дать или что-то? Можно сказать, например, по каким планетам, какие планеты были в активной фазе, когда ты родился. И в течение всей твоей жизни на тебя влияют определенные энергии. По этим энергиям тебе нужно жить. Просто многие люди, например, сдерживают какие-то свои там энергии. Вот, например, если девочка родилась, у нее Марс в центре, так. И ей мать говорит постоянно: чё ты как мужик, чё ты как мужик. И, так. Конечно же, и таким образом люди перестают быть самими себями. Самими себями. Ты так вот. Мило не выговариваешь слова. Так. Это мне очень понравилось. Есть такой блогер Наталья. И она пародирует таких, как бы, девчонок. Таких, даже не знаю, как сказать. Недалекого ума. Понятно. Вот. И она вот в одном из своем блоге такое крылатое выражение теперь у меня. Это выражение теперь для меня крылатое. Так. Будьте самими себями. Самими себями? Да. Самими себями быть. Вот. И чтобы человек был самим собой, так. Ему очень важно жить по этим планетам, которые у него стоят в центре формулы души. Любой астролог может рассчитать эту формулу. Еще можно рассчитать совместимость. Еще можно, например, если маленькие детки, можно посмотреть, какую профессию выбрать. Для детей? Да. И вообще для детей, и вообще там, то есть по жизни, что будет приносить удовольствие, какие энергии. Я понял. Так как это все-таки околонаучная история, правильно я же говорю? То есть я не хочу ни в коем случае принижать. Не супер точно. То есть, конечно, это же околонаучная история, и поэтому насколько реально это совпадает или работает, я вот, ты как профессионал сможешь сказать вообще, насколько это все? То есть я так понимаю, что те кроссворды, хочу сказать, гороскопы, которые нам рассказывают, так, между прочим, это, я так понимаю, люди, типа, баб Мань, у нас сегодня кроссворд, напиши что-нибудь, да? То есть это вот такое все, да, не это самое, не... как сказать, не по формулам рассчитанное, да, гороскопы, то есть это такое все, придуманное с руки, что называется. А именно вот если ты профессионально берешь, занимаешься, насколько это все работает. Насколько это все работает, да, насколько это все актуально, насколько это все весит, имеет вес. Работает, потому что, работает, во-первых, для тех, кто... живет как бы такой примитивной жизнью. Для тех, кто выходит за рамки какого-то своего мышления, для тех в основном и не работает. Потому что называется, да, как бы мы творцы своей жизни. Творцы же только свободные люди могут быть. А мы большинство как бы живем в своем уме. И как бы там тяжело уже. И там как бы вот кто живет умом, кто живет, так, как правило, можно спрогнозировать. А кто более свободен, у того астрология мало работает. Вот по моей практике лично. То есть вот такая история. Я ничего не понял, но очень интересно. Да. Предлагаю выйти за рамки этого автомобиля. Ты как? Я да, я за. Ты да, я понял. Я да, я за. Ты да, я за. Пойдем. Ты опять стегнулась. А машина не хочет тебя отпускать просто, понимаешь? Держи. Нет, я с тобой, ой, сейчас на телефон сяду. Я с тобой полностью согласен в этом плане. Если ты чего-то не хочешь делать, по крайней мере, в этом надо честно, или там тебе признаться, да, и самому себе. Самому себе, и потом уже отстаивать свою какую-то позицию. Потому что я понимаю, что, я не могу целыми днями там убираться, готовить, все. Мне уже потом вообще ничего не хочется после этого. И причем я еще потом хожу, ворчу, типа, вот, я там это сделала, то сделала, 5-е, 10-е. И получается, что я на человека уже начинаю как бы нагонять. Он там вообще ни в чем не виноват, а у меня уже вот это вот какая-то предъява, что я там много трачу своей энергии на то, что я не хочу, вот как бы вот, и поэтому такая несчастная. То есть как бы нету смысла, тогда легче просто прийти и сказать, я не буду это делать, не буду того делать, не буду 5-е, 10-е. Как бы нет, так нет, да, тогда. Я согласен с тобой. Хорошо, а есть как, ты же понимаешь на самом деле, что... Зачем я это говорю, не знаю, спросить хочу. Ты понимаешь, как девушка, что в отношениях все равно есть
определенный такой бартер. Ну да, ты что-то даешь, что-то получаешь. Да, естественно. Ну, то есть ты не готова просто уйти в глухую оборону, типа я ничего, никому ничего, просто как бы я буду как цветок в горшке, а ты меня там люби на расстоянии, нет? Нет, естественно. Поэтому я понимаю, что, например, если мужчина выполняет какие-то, да, там свои мужские обязанности, да, там целый день на работе, понятно, что там женщины даже какие-то женские выполнять. Но я, например, тоже готова работать. Ну, типа, то есть, и таким образом тогда, может быть, эти позиции как-то меняться в зависимости от этого. Потому что я не могу, ну, то есть, я просто не могу вот от вот этого постоянного быта. Мне нереально. Скучно. Все время хочется чего-то такого. Золотая девушка. Спасибо, кстати, гамбургер был очень вкусный, и мохито тоже. Не хватает немного рома, но в Макдональдсе мне сколько раз я не спрашивал, говорили, что рома у них нету. С ромом небезопасно управлять автомобилем. Можно Притупляется. узнать, может быть, я где-то лет 10-12 назад не там свернул, ну, то есть я пошел куда-то не туда, куда должен был пойти. Может быть, это какие-то что-то... Как это так произошло, я не знаю. Где-то было 12 лет назад, такого-то числа, в такое-то время. Нам надо посмотреть по астрологии, потому что у меня тоже есть такое чутье. У тебя есть такое чутье? Знаешь, что у меня есть еще? У меня есть санитайзер. Мы с тобой там что-то трогали, давай я тебе пшикну на руки. Такая штука. Всякое. Как только они назовут санитайзер. Не, ну знаешь, чем хороший? Он, супервайзер. на самом деле это просто хлоргексидин с каким-то химикатами. Шляпой какой-то, которая убивает 99,9 вирусов и бактерий. Да. Вот 0,01% это, наверное, я, поэтому я живой, а все вокруг. Я считаю, что если у человека есть иммунитет, он вообще может ничего себе не мазать и вообще никак ни перчатки, ни маску не надевать. А если у человека нет иммунитета, то он хоть что на себя оденет и все равно заболеет. Ты знаешь, о чем я сейчас подумал? Мы же вот за всеми этими делами забыли о главном. Ты ловишься на этой мысли сейчас? Да? То есть мы собрались совсем за другим. Я только сейчас понял, что мы собрались как бы фоток наделать, чтобы твоему парню стало не так хорошо, как сейчас. А мы с тобой как бы эту тему вообще задумали. Я предлагаю сделать так. Начинает отпускать я. Я понял. Давай мы тогда просто сейчас пофотографируемся быстренько и потом вернемся. Ну, чтобы мы были честными перед планетами. Что да. Мы, да? Да. Давай. Так, это была это была самая крутая фотосессия в моей жизни. На самом деле нет, это была единственная фотосессия вообще. Я знаю, мне все говорят, что я круто снимаю. Да? Да. Блин, ну тебе что могу сказать? Ты молодец, давай посмотрим. Ух ты! Круто ты снимаешь! Да, очень круто. Круто, круче некуда. Но это не самая удачная наша фотография, да, наверное, скажем так. О! Пец. Не, ну здесь мы чуть получше выглядим. Ладно, на самом деле, давай я заведу машину, да, то жаркая. Смотри. Мы тут прямо... Огонь. Да. А вот это. Короче, нам пора заводить семейный альбом. Все бы неплохо, но ты же знаешь, что я не могу. И, блин, на самом деле все радостно и одновременно печально. Я очень рад, что я тебя повстречал, очень рад, что я тебе помог. Вот, но очень много думаю о том... Блин, вот просто чем больше ты вот это говоришь, тем больше я понимаю, что я знаю мужчин, так сказать, и я знаю, как они себя ведут, и то, что ты при всем при этом, я вижу, что у нас и симпатия зарождается. Ну, ты думаешь, я не вижу по твоим глазам? Просто
при всем при этом ты опять же мне говоришь, я слышала это и в прошлый раз, и я это знаю. Давай мы сейчас просто сделаем следующее. Мы поступим как взрослые и умные люди. Мы с тобой просто больше не будем об этом говорить, хорошо? Ну, мы можем что-то там чувствовать, переживать, но говорить об этом больше не будем, хорошо? Так будет правильно. Окей? Я даже обнимать тебя не буду по прикрывшейся эпидемиологической ситуации. И прости меня. Я не хочу тебя волновать. Да я сама понимаю, насколько я вообще глупо, в принципе, выгляжу. Ты меня прости. Ладно. Я отвезу тебя. Sick of all these lies. Don't care if I capsize.